Девочки, мальчики, ну что, я вас приветствую в основных пространствах нейроведения. Сегодня мы с вами проведем некое детективное расследование на тему, то, что же скрыто, да, что же скрыто от ваших глаз. Что же скрыто от ваших глаз? Это может быть как негативная ситуация, так и позитивная. Я вообще очень люблю, когда получается вытащить что-нибудь позитивное, вот, поскольку мне нравится, знаете, когда есть возможность найти какой-то свет в конце тоннеля. Да и, собственно, знаете, жизнь взрослая, она всегда полна неожиданностей и сюрпризов. Бывает, что не очень приятный, да, то есть ты понимаешь, сколько на тебя наваливается, какие у тебя списки дел, и, собственно, люди есть искренние рядом с тобой, есть неискренние, да, есть близкие люди, которые тоже могут поступать с нами не так, как бы нам хотелось, и, собственно, давайте все уже искать что-нибудь хорошее, потому что это хорошее дает энергию. Ну, такая, знаете, небольшая болталка. У меня вчера состоялась такая офлайн встреча с очень значимым для меня человеком. Вот, то есть, как бы мы общались онлайн, то есть, там как-то, может быть, консультации какие-то были, а офлайн вообще я с этим человеком не виделась. И вот, собственно, вот эти вот там несколько часов, которые мы провели вместе, а там, собственно, он человек, на самом деле, про публичность. И я, конечно, не могу сказать, что они там перевернули мою жизнь. Я вот поняла, что мне очень близки эти мысли. И, собственно, мысли о том, что... Ну вот смотрите, что касается артистов. Вот смотришь интервью, да, с известным человеком, а потом начинаешь читать комментарии. Сейчас же модна эта тема, да, там подкасты, интервью, и каждый же второй мнит себя великим интервьюером. И стремится вытащить из известного, да, человека что-нибудь негативное, хайпануть на этом всем. Есть даже проекты на YouTube, где состояние алкогольного опьянения, там звезд допрашивают, условно. Понятно, что они сами на это соглашаются, но, знаете, в состоянии алкогольного опьянения мы же теряем контроль, да, и мало ли что мы там нести будем, а потом это все хайпить как бы на аудиторию. И вот, собственно, поэтому многие известные люди опасаются, да, этих интервью, и все это, значит, прописано заранее, да, никаких там лишних условно вопросов, потому что очень важно, собственно, да, какой имидж несет под собой человек публичный. Это все очень близко, потому что у меня своего рода тоже есть определенная публичность, и ну, я как пример там для многих молодых тарологов, которые тоже на YouTube, и тоже вот они мне пишут. Так удивительно, как-то считают матерым мне тарологом. Ну и поэтому, собственно, наша вот беседа, которая была очень важна, она, знаете, на равных была. У меня нет ощущения, что я там говорю прям с какой-то звездой. И это про то, что мы просто обе пришли к такому выводу, что если ты работаешь, а после твоей работы человек становится немножко счастливее, ну, наверное, ты работаешь не зря. Если тебе действительно удается для человека открыть форточку, туда врывается свежий воздух, не зря. Если человек, ну, по аналогии с концертом, да, он приходит хмурый, да, а потом выходит заряженный, и на этом заряженном состоянии он буквально может свернуть горы, и на этой работоспособности, на вере в лучшее, на новые концентрации, на какие-то новые намерения у человека действительно что-то может меняться в жизни. Поэтому это, конечно, мы не будем там говорить однобоко, да, что, собственно, музыка лечит или какое-то отдельное направление искусства лечит. Наверное, лечат люди. Люди, которые обладают огромной энергетикой, огромной целительной энергетикой. И поэтому мы хотим с такими людьми общаться. И, наверное, сами хотим быть такими людьми. Я вот это сейчас говорю про то, чтобы провести параллель, что все те проекты, которые я для вас делаю, это действительно для счастья. А учитывая, что я работаю на очень большую аудиторию, наверное, это тоже своего рода, знаете, перформансы. Для кого-то это спектакли, кто-то говорит о том, что когда просматривает расклады, есть ощущение, что я пишу книгу. Книгу для какого-то конкретного человека.
И когда у нас есть возможность послушать книгу о себе, некую такую, знаете, терапевтическую сказку, терапевтический триллер, да, терапевтический стендап, ты можешь на ситуацию просто посмотреть с другой стороны. Вот в этом, наверное, тоже вот часть моей миссии, как я это все вижу. Ну, для меня, видимо, важно натягивать с собой на глобус и во всем видеть миссию. Ну вот так. И да, я как-то вот немножко себя сопоставила, да, с теми людьми, которые активно проявляются через музыку, через искусство, несут своего рода исцеление. И чем сложнее время, тем больше все-таки хочется сказки, магии. Наверное, тоже, знаете, тема отдельного подкаста. И сейчас, опять же, многие журналисты хайпят на том, что магия, там, мошенники, соответственно, да, и люди там страдают, потому что нужно идти к психологу. Я всегда считаю, что нужно совмещать. И правда, знаете, не знаю ни одного мага, который не образован, у которого нет знаний. Вот не знаю ни одного человека. Даже те же самые бабушки, которые там лечат травами, и кажется, что они там дремучие, они там живут в лесу, молятся колесу, но их же наработанный канал, это же тоже знание. Мне, конечно, прям сердце кровью обливается каждый раз, когда я вижу, как отрицают знания. И кто-то из вас скажет, ну вот, много же там шарлатанов, там вот это все, там не типа рубят деньги, а люди страдают потом. Но, наверное, знаете, это тоже момент уже вашей личной ответственности, как выбирать проводника, да, и как и на что соглашаться. И, ну, собственно, к чему быть готовыми. И слушайте всегда тело, оно не врет нам никогда. Мы просто, знаете, с рождения привыкаем жить без тела. То есть вроде как у нас есть, но это как функция. А между тем это важная связующая часть, да, с нашей душой, соответственно, когда у нас в гармонии, условно, наш дух, да, наша, условно, высшая часть, да, с нашей материальной, и вот тогда жить как бы сильно проще, ты и законы там Вселенной понимаешь, и прочее. И я этому учу. Учу, как достичь равновесия, баланса. Рассказываю про законы мироздания через такой инструмент, который называется Таро. Ну, знаете, можно много спорить относительно истории создания карт, кто сейчас скажет, да вот они игральные, это мы сейчас все сакрализировали, потому что Уэйд там приплел эту каббалистическую систему. И я так хочу сказать, знаете, вот версий много, но ведь Таро работает вопреки тому, что про него говорят. И это действительно магия, это умение менять пространство. Есть на самом деле возможность трансформировать жизнь, да, с помощью Таро. Даже есть учебники, да, трансформационные Таро. Вот. Я владею этими скиллами, навыками, честно говоря, для себя почти не применяю, но на самом деле учу людей, как это делать. И, собственно, хотите познакомиться с системой, это проживание старших арканов. Если вы более уже продвинутые, то есть вы уже прошли, то добро пожаловать в манифест. Проект новый, это первый русскоязычный проект по обучению практической магии. А в чем его разница, то есть, чем он отличается? Наверное, то, что он в первую очередь образовательный. Это образовательный проект такой глобальный, где мы начинаем с самих азов, да, где мы про стихии, где вот мы учимся концентрации внимания, потому что если кто-то считает, что практическая магия, я пришел и мне стали учить колдовать, там на кладбищах, например, или раз мне провели инициацию, я такой, значит, посвященный. Ну, вообще нет. Чтобы, собственно, стать посвященным, да, это нужно все заслужить. И, соответственно, у кого-то получится, у кого-то нет. Но если вы хотите попробовать, welcome, у вас есть такая возможность. Все закрепленные комментарии, они спрятаны под этим видео. Вот. А между тем, сегодня хочется поговорить о том, что скрыто от ваших глаз, и я буду работать на колоде, которая создана искусственным интеллектом. Ну, я как-то не сильно вступаю с ней в противоречие, потому что я очень мягко отношусь к системе Уэйта. Это колода, созданная, собственно, по системе Уэйта.
Вот, но знаем, да, как иногда извращается искусственный интеллект. То есть там, где 8 жезлов, там 9 жезлов и прочее. Я просто сама с этим столкнулась, потому что сейчас пытаюсь что-то рисовать для себя, рабочий инструмент. Вот, и я, конечно, прям стопорюсь на младших арканах, потому что их крайне сложно рисовать, так как они должны выглядеть. Ладно, все нюансы. Однако эту колоду в работе вы уже видели, это Таро Майя. Красивая, мощная, трансформационная колода, а расклад у нас будет с вами бытовой. Поэтому посмотрим, собственно, как же у нас в тандеме с самой энергетикой колоды, да, проиграется абсолютно бытовой расклад. Итак, 3 варианта я для вас делаю. Первый вариант напоминает перепелиное яичко. Я пока не придумала какие-то иные ассоциации, поэтому пока так. А второй камень, ну, такой, знаете, желто-коричневый. Я просто не знаю, какое освещение. Вот мое показывает так. И третий камень такой, знаете, зеленый с красными вкраплениями. Опять забыла название. Ну ладно, давайте смотреть. В инфобоксе время начала вашего видео. Так, время начала вашего видео. Ну что ж, наверное, камень, да, нужно положить. Я надеюсь, что он в кадр попадает, но я правда не уверена, поэтому... Простите, простите. Что же скрыто от ваших глаз? Что же скрыто от ваших глаз? Что же от ваших глаз скрыто? Не очень удобно работать на этих коврах. Так, 10 пентаклей. Рыцарь мечей. Ну, знаете, я думаю, что кто-то сейчас наблюдает за вашим состоянием по 10 пентаклей, потому что 10 пентаклей — это, знаете, карта какого-то реализованного потенциала, понимаете? Не всегда это про семью, но, в принципе, может и про семью быть. Вот. Ну, знаете, это состояние целостности, это состояние, когда у тебя там, собственно, полный холодильник, там, до полной чаши, да, по 10 пентаклей. И, собственно, вот карта, которая называется «Рыцарь мечей», да, она как бы рубит, да, то есть, смотрите, прям по энергии действительно вот это целостное состояние пытается как-то уничтожить, знаете, повлиять. Господи, я в каком-то прям опять трансовом состоянии. 8 жезлов. То есть ощущение, что как будто на вас готовится какое-то нападение. Готовится нападение. Возможно, это какие-то проверки, да. Может быть, 8 жезлов это как-то связано с интернетом. Сейчас посмотрю, но кто-то на самом деле активно наблюдает. Какие-то очень серьезные мыслительные процессы идут. Потому что вот, видимо, кто-то смотрит со стороны, да, и что-то вот пытается анализировать. Почему я говорю, что наблюдает, хотя вы, в принципе, там не видите пажовые карты? Ну, потому что здесь как бы 8 жезлов, я, собственно, читаю ее как вот что-то, знаете, отдаленное. Притом сейчас я посмотрю, что это такое интернет. О, это наблюдение, смотрите, от какой-то женщины. Собственно, женщина, и вот она может смотреть на то, что в вашей жизни происходит. Может быть, с нотами зависти. С нотами, вот, может быть, даже какого-то осуждения, да, потому что вот, смотрите, она сама по себе королева жезлов, то есть это женщина. И эта женщина наблюдает, да, и вот такое ощущение, что пытается прям действительно вторгнуться, да, в вашу привычную среду, в вашу зону комфорта. Либо различными способами, да, сейчас, либо вот какое-то, вот, знаете, ощущение, что вы как будто под микроскопом. И кто-то вот хочет вас тут, видимо, прям рассмотреть. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что за ситуация.
что вы не видите, да? Что вы не видите? Но я еще хочу, знаете как, мне еще вот здесь вот карта необходима, чтобы я на самом деле поняла вообще, что же за интерес вообще к вашей личной десятке пентаклей. Ну, смотрите, девчоночки мои прекрасные, если, собственно, кто-то замужем, что здесь такая ситуация, что могут наблюдать за вашей семьей, именно за вашим мужчиной в частности. Если, собственно, не замужем, то здесь, наверное, про то, как вы умеете создавать эту десятку пентаклей, да, своего рода свою зону комфорта, ну, как бы семейную такую историю, потому что все же десятка пентаклей очень часто у нас семейная карта, да. И вот та женщина, которая за вами наблюдает, вот эта королева жезлов, она вас младше точно. Сейчас я еще немножко посмотрю, что мы можем показать. Вот она, знаете, как со стороны что-то анализирует. Что мы еще про нее можем сказать? Ну вот смотрите, пятерка мечей, вот карта, она неблагоприятная. Тут, скорее всего, все-таки у нас про нож в спину, да? Про человека, который может там прикидываться подругой, на самом деле там подругой не являться, да? А чё, почему по отношению к вам вот эта пятерка мечей, что за желание там, может быть, мести какой-то? Вы знаете, это, наверное, просто злость из-за того, что она прям не может как-то к вам пробиться. Что-то она не может увидеть то, что хочет. Прям вот пытается прям проникнуть, да? Может быть, пытается что-то о вас узнать. Может быть, образ жизни, может быть, там, ваше какое-то семейное положение. Как она настойчива по семерке жезлов, собственно, потому что в семерке жезлов есть настойчивость. И там действительно в этом всем очень много борьбы. Посмотрю, что она там вообще-то борется против вас. Потом раскрою ситуацию. Ну, потому что вы обладаете какими-то, видимо, там, смотрите, скиллами, навыками, да, двойка жезлов, потому что вы как будто можете, не знаю, открыть дороги какие-то, да, там, двойка жезлов. Может быть, вы принимаете какие-то важные решения, например, вот если вы, допустим, там, работаете, принимаете какие-то важные решения, при этом у вас руководящая должность, вот кто-то к вам пытается достучаться. Но достучаться именно, чтобы получить какой-то свой профит. Можем ли мы сказать, что здесь какой-то нюанс про подсиживание на работе? В негативном аспекте правда может быть, да, потому что здесь прям какое-то настойчивое желание получить ваше внимание. Но это от женщины однозначно. И здесь вы по отношению к этой женщине, ну, знаете, как это, либо энергетически, либо социально, вы выше по статусу, да? Выше по статусу, поэтому тут вот все никак пробиться вообще не может. Вот тут, собственно, что-то скрыто от ваших глаз, да? Давайте мы ситуацию эту рассмотрим, потому что здесь как-то женщина не очень позитивно-то настроена по отношению к вам, да, об этом как бы пятерка мечей говорит, никогда не позитивная карта, собственно. Что там скрыто? Так, королева пентаклей. Рыцарь чаш, пятерка жезлов. Ну, смотрите, это либо с целью там выведать какую-то информацию у вас. Ну, смотрите, вот такое бывает, что присылают там стажера, знаете, из соседнего отдела. И вы там обучаете, а потом оказывается, что эта девочка метит на ваше место, к примеру, да? Потому что здесь вот какое-то желание узнать секреты мастерства. Королева пентаклей, да, смотри, рыцарь чаш. Ну, что такое вот это ощущение? Потому что, смотри, по пятерке жезлов, вот она, у нас вылезает конкуренция, да, вылезает соревнование. Кто-то что-то хочет взять, то, что принадлежит вам, да, а вы, скорее всего, туда, знаете, вам это как бы не важно совсем, поэтому это хотят, типа, знаешь, отобрать. Давай сейчас еще посмотрю. Что-то хотят от тебя отобрать. Потому что мы, видишь, момент конкуренции. Давай так, знаешь, что посмотрим, что будет являться для этой женщины, да, реализованным планом, да. То есть вот по отношению к тебе, вот карта показывает, что, вот, собственно, здесь она что-то активно хочет, пытается прорваться, а у нее есть какой-то план.
По двойке жезлов однозначно. Может быть, она, знаешь, там сначала одно задумала, а потом другое, что будет являться по отношению к тебе реализованным планом. Как вот она, собственно, поймет, что она достигла желаемого? Смотри, это пустая, это белая карта. То есть вот, может быть, она до сих пор не знает. То есть, он говорит, вот, видимо, как получится, так получится. Но все-таки же у нее же цель есть какая-то. Это власть, да, по королю жезлов, то есть она хочет какой-то власти. Ты, наверное, можешь ее дать. Но опять же, я бы дала, наверное, совет остерегаться вот этих всех подружек на работе, потому что вполне может быть, что здесь конкуренция, которая связана с вашим рабочим местом. И король жезлов вполне возможно ваш начальник. Смотри, король жезлов, там король пентаклей. Ну, слушай, как бы так вот не случилось на самом деле, что вот эта вся конкуренция, она же еще и за мужчину может быть. Видишь, сколько у тебя тут женские, мужские карты. И ощущение, как это прям Санта-Барбара. Санта-Барбара. Потому что смотри, вот, собственно, король жезлов, король пентаклей, это действительно человек, который управляет какими-то активами, да, при этом, смотри, он прям принимает решения. Что же скрыто еще от твоих глаз? Давай так. А вот этот человек, на которого она там что-то, да, и может через которого она пытается зайти, в каких отношениях с ней? Ого, страшный суд. И туз чаш. Слушай, ну здесь, наверное, опять же идет речь о каких-то, может быть, любовных отношениях, но тогда здесь мы будем говорить про ревность по отношению к тебе, да? Может быть, кто-то, правда, там подкатывает к твоему мужу? Совет, давай я тебе возьму во всей этой ситуации, как нужно себя вести. Так, семья, смотри, обращай внимание на свою семью. Там что-то происходит в семье непосредственно, видишь? Шестерка чаш, девятка жезлов. То есть не пускай ситуацию на самотек. Не пускай ситуацию на самотек, потому что если, собственно, вот кто-то претендует на твое, да, нужно просто вот это женщина, которая достаточно давно, видимо, без отношений там или что-то еще, ну, какой-то вот момент ревности и какое-то, знаешь, соперничество, но у меня ощущение, что такой-то прям змеюшный какой-то клубок, но больше на работе. Потому что здесь мужчина, ну, я не только могу сказать, что это муж, да, потому что он прям отдает какие-то, может быть, знаешь, там, приказы, да, или что-то подписывает, какие-то документы. Да, есть такая история, что что-то прям скрыто от твоих глаз, это вот все-таки этот момент соперничества, потому что вот тебе прям, видимо, нравится твой мужчина. Если, соответственно, здесь речь не идет о мужчине, потому что расклад общий, но это просто вот что-то женщина тебя пытается забрать, да? Забрать. Но я кажется, что по справедливости. Девятка пентаклей, двойка чаш. То есть, да, смотри, прям очень сильно как перекрыть, да, разрушить твою зону комфорта. Потому что, я не знаю, может, ей кажется, что тебе все несправедливо досталось, но здесь, ну, смотри, такая активная женщина. Здесь такое, знаешь, бытовое абсолютно предостережение, да, чтобы сердечко не было разбито, соответственно. Потому что есть ощущение, что у тебя есть некие предчувствия, но вроде как я никого не ловила и не проверяла, да, но здесь нужно, если ты чувствуешь, правда, что кто-то вторгается в твое, то здесь нужно, наверное, знаешь, за это бороться все же. Нужно, наверное, за это бороться, если тебе это важно, конечно. Так, двоечки. Ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами, что скрыто от ваших глаз.
Я, знаете, очень не люблю интриги. Я так люблю спокойно спать. Вот тут недавно была у невролога, и там с девчонками мы еще смеялись. Я в магическом чате у них там был экспресс, и они, значит, там тянули послание от богинь. Колет Байрон Рид, интересная колода такая. И, собственно, я тоже попросила участвовать в этом перформансе. И, значит, они вытянули мне колоду, а там дается послание от богини. Вытянули колоду, говорю, вытянули богиню с колоды. И я так смеялась, потому что вот ровно то, что там написано, мне невролог прописал на 2 листах. Из серии там больше отдыхай, там сильно как-то не перенапрягайся, там, да, бери голову, массаж, там, флоутинг, там, заботься о себе. Вот ровно то же самое, что мне говорят древние богини, мне прописала вот невролог в современном мире, понимаете? Поэтому, собственно, будем прислушиваться. Я не помню, зачем это сказала. Наверное, опять что-то по теме лезет. Может, какая-нибудь история, связанная во втором варианте с тем, что вам нужно беречь нервы. Ладно, давайте смотреть, что там с вами происходит. Так, карта мира. Что-то издалека, да? Далеко-далеко. Карта мира и повешена. Какая-то весть задерживается. Да? Может быть, это весть из-за границы непосредственно. Ну, что-то вот далеко от вас происходит. Знаете, вот ощущение, ну, вот энергетическое, что вы чего-то ждете, да, ждете, наверное, чего-то нового. Ну, смотри, повешенный и карта шута. Еще один очень важный нюанс. Я сейчас кому-то беременность нагадаю. Серьезно. Потому что опять у меня ощущение рождения чего-то идет очень четко. Вот эти повешенные. Вот. Как бы это даже не связано было с... Сейчас, ладно, подождите. А карту мира мы, интересно, можем как беременность читать, как замершую, например, беременность, да, туз мечей. Но здесь, наверное, больше какое-то как известие все же. Какое-то резкое известие. Сейчас мы посмотрим относительно чего. Потому что все-таки у нас меч это либо какая-то, смотри, ментальная конструкция, либо, соответственно, это прояснение должно быть, да, прояснение какой-то ситуации, потому что она сама по себе очень похожа на замершую беременность. Так, туз мечей. Да что такое? Все белые карты вытащила на колоде. Так, туз мечей. Да, тут 100% должно прояснение ситуации, потому что смотри, туз мечей, луна, да, что-то ну, неясное происходит между вами. Давай посмотрим, с кем конкретно что-то неясное, да, необходимо прояснить. Что-то действительно здесь скрыто от твоих глаз, потому что вот ощущение, что ты видишь вот луну, там, неважно, полная она или только вот месяц набирает свою силу, ну вот, а потом это все скрыто тучами, да, прям скрыто тучами, и, скорее всего, здесь прям что-то случится, что-то прям прорежет тьму твою, знаешь, что-то вот. Что же там происходит в тени, да, что сокрыто в тени, мы посмотрим. Давайте, вот, собственно, если речь идет о каком-то человеке, давайте посмотрим, что за человек. Да, тут, скорее всего, речь пойдет о человеке, да, потому что, смотри, эмоциональный фон, да, рыцарь чаш, это все равно карта двора, это явно какая-то личность. Да, рыцарь чаш, дьявол. Может, мы про любовника какого-то, кстати, смотрим, знаешь, ситуацию твою. Рыцарь чаш, дьявол, да, то есть человек, который там либо завладел твоими мыслями, да, либо ты его мыслями там завладела. Сейчас посмотрю, что это за история, но с ним будет точно какое-то прояснение, что за ситуация между вами,
башни. Посмотри, да. То есть это уже должно случиться, потому что слишком долго кто-то, видимо, кого-то водит за нос. Луна, башня, посмотри, повешенный. Это посмотри, сколько старших арканов, да. То есть, видимо, уже вмешиваются высшие силы в вашу ситуацию. И что там высшие силы? Давай посмотрим одной карты. Посмотри, сколько старших арканов. Башня, дьявол, что у нас там еще? Карта мира, повешенный, да, шут. Вот какой-то, знаешь, прям очень мощный, мне кажется, ощущение, что нужно, чтобы случилось какое-то обнуление и заново в шута. Ну, собственно, посмотрим. При этом есть ощущение, знаешь, какого-то финала, потому что, обрати внимание, у тебя из арканы, получается, уже из надсознания, да? То есть это не то, что в нашем сознании, а по большей части, смотри, дьявол, повешенный, башня. То есть мы же знаем, да, что у нас как бы по седмице делится аркан. Сознание, надсознание, вот эти высшие силы. Все, высшие силы вмешиваются в ситуацию. Все уже, потому что, видимо, невозможно тянуть. Давай посмотрим буквально одной карты, что они там думают. Буквально одной картой. Потому что, видимо, ситуация, смотри, затягивается, все, это уже процесс. То есть у тебя уже выталкиваются со всех сторон, да. 8 пентаклей, все, что-то созрело. Ну, на что-то мы потратили много времени, много ресурсов. 8, мы чему-то научились. Вполне возможно, да, что это уже определенные какие-то пройденные уроки. Сейчас мы посмотрим относительно чего это 8 пентаклей. Угу. Да, тут смотри, либо действительно уже пришло время выбрать человека, да, с кем уже в огонь, воду и медные трубы, потому что вот король пентаклей, либо, собственно, человек уже должен определиться. Потому что явно с кем-то какая-то затянувшаяся история, ну, то есть от тебя что-то вот скрыто. Если мы рассматриваем какого-то любовника, вполне возможно, что он женат, да? Ну так, давай уж почитаем. Как бы не император, но король пентаклей. Еще как мы можем рассматривать ситуацию? Опять же, на работе. На работе. Но вот если мы на работе, то явно от тебя утаивают. Возможно, какую-то часть денег, вот 100% утаивают. Да? Тут есть вот тоже такие нюансы. Потому что здесь прям прояснение ситуации должно быть. Что-то реально от тебя спрятано. Давай так, когда ты вот увидишь все, что скрыто там, под светом луны, да, вот твоя реакция какая на все это будет? Обрадуешься или огорчишься? Ну, это радостная реакция, посмотри, да, влюбленный, собственно, король чаш. То есть явно здесь, возможно, человек что-то показывает, какие-то, может быть, поступки, да, то есть, которые показывают тебе все же, что не просто так. Какое-то облегчение тебе знание ситуации принесет однозначно. Облегчение. Хорошо. Что же там от тебя скрывается все же? Да что ж такое-то? Посмотри, императоры, да? Я же говорю, а где императоры вообще? Потому что человека показывают связанного и обязательствами, обстоятельствами, а императора нет. А вот он, собственно, пожалуйста, здесь. Так, 5 пентаклей, 3 жезлов. Смотри, здесь на самом деле человек вполне возможно, знаешь, если у него есть определенные обязательства, обстоятельства, ну, в семье там, да, он может принять решение, что он действительно с тобой вот готов идти в это обнуление, да, 5 пентаклей, как бы, и 3 жезлов. И вот, собственно, здесь вот такой нюанс, что, ну, 5 пентаклей, как бы, 3 жезлов. А в позитивном аспекте 5 пентаклей, это когда говорят, типа, смелым рай в шалаше, знаешь. И при этом по 3 жезлов есть определенные перспективы. Поэтому вполне может быть, что человек ради тебя, да, то есть обдумывает этот план, да, чтобы быть с тобой, но при этом, смотри, ему придется чего-то лишиться. Вот это вот такое, знаешь, в тени. Все процессы. Вот, но ты прояснишь ситуацию однозначно. Что еще, собственно, да, от тебя в тени сейчас находится? Двойка чаш, королева мечей. Ну, ты знаешь, я так хочу сказать, вот есть все же ощущение, что
А королева мечей кто, ты или кто-то еще? Сейчас, подожди. Так, ну, если смотрим, ну, то есть это такая ситуация, которая, например, может быть связана с бывшим, который вроде пропал с ваших радаров, но при этом он, знаешь, там планирует проявиться. Вот такое может быть, знаешь. Или все-таки этот любовник, который качал вас на эмоциональных качелях, тоже, знаете, тоже пытается принимать какое-то решение. Оно в вашу пользу. Оно реально в вашу пользу. Вы будете, давайте так, потому что вы не плачете от принятого решения, однозначно. Возможно, это будет даже какое-то предложение серии «давай съедемся там» или «куда-то уедем», а вам страшно по девятке мечей, потому что разрушается какая-то привычная картина, но и вы не совсем готовы идти в это обнуление, скорее всего, вы прям держитесь за свой какой-то травмирующий опыт, и здесь уже вмешивается старший арканы, потому что говорят: нет, все, понимаешь, там, тебя любят, и ты любима. Вот такой интересный у нас позитивный, в принципе, расклад. Кто-то, короче, себе наныл, да? Кто-то себе наныл. Да будет так, да? Как мы любим с вами говорить. Принимаю, аминь, алюминий и прочее. Так, троечка, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами, что скрыто от ваших глаз. Не знаю, что покажет пространство. Напоминаю, что расклад общий, но вполне возможно, что некая картинка вам будет резонировать. Тоже еще очень важный вопрос правильно задавать. Так, что там у нас? Тут тоже будет какое-то известие, при этом быстрое какое-то известие, да, по рыцарю мечей. Это обычно очень быстрые какие-то действия. Ой, это внезапно чье-то проявление. Чье-то проявление внезапное. Да? Что, вам тоже нагадать беременность или что? Что вы так все мне хотите беременеть в зимний период времени? Потому что, видимо, сейчас какие-то энергии, да, у многих прям материнские. Рыцарь мечей, да. Интересно. Four lovers. Может быть, знаешь, это известие чьей-то новой любви. Сейчас посмотрю, о чем это еще. Боже, тут тоже кто-то прям, смотри, стремится, видимо, к вашему берегу. Опять какое-то проявление, смотри. Там повешенный, при этом шестерка мечей, lovers, то есть здесь какой-то тоже, наверное, выбор, путь определенный. Ну, кто-то тут пытается, смотри, что-то выбрать. Что ж такое вообще? Я что, нагадаю вам всем возвращением мужчин или что по третьему варианту? Что за история какая-то такая? Когда все дороги ведут никуда, да, настала пора возвращаться домой. Смотри, карта императора, да, собственно, семерка жезлов. Кто-то действительно активно прям пробивает путь. Может быть, знаешь, этот человек сейчас находится в местах боевых действий. И такое, да, тоже может быть. Мы будем говорить, конечно, об этом аккуратно и осторожно, потому что цензура, вот верите, я бы говорила, прям называла вещи своими именами, да, но есть понятие цензура. И вот здесь вот вас могут действительно ждать радостные вести, да?
Потому что бывает такое, что мы, знаете, когда говорят человеку, ну, ни слуху, ни духу, или, например, там пропавший без вести. И здесь вы действительно можете получить информацию об этом человеке. И она позитивная, потому что я не вижу карты смерти. Если уж мы очень боимся, да, туда смотреть. Вот это вот как вариант, знаете. Получить известие от человека, которого, собственно, уже считали, что, может быть, с ним что-то не так, да, или ой, а куда пропал, да? То есть вот что-то здесь, собственно, за ваши, ну, что-то скрыто от вас, да? Сейчас посмотрим, что скрыто. 4 жезлов, 9 мечей. Правосудие. 10 мечей. Ого. Так, правосудие, 10 мечей. Смотрите, здесь вот 100% какая-то запретная история. Ну, смотрите, либо у вас с этим человеком какие-то, либо, может быть, запретные отношения, или общаться там, например, там нельзя, да, потому что такое очень часто бывает, когда, ну да, вот человек, собственно, находится, да, в тех местах, где нужно не светить локацию. Вы понимаете, да, что я говорю очень аккуратно? И вообще, ну, собственно, мало сейчас кто затрагивает эти темы, я реально сейчас хожу по лезвию бритвы. Ну, тут вот такая история, что как будто вопреки чему-то, да, вопреки тому, что нельзя это делать, человек как будто может выйти на связь. Как будто вопреки, смотри, да? Какая-то весть на самом деле. Хорошо, давай так. Давай мы посмотрим еще ситуацию, которая не связана абсолютно с тем, что я читала, да? То есть вот мы сейчас эту историю отодвигаем и еще вот смотрим, что, собственно, скрыто. То есть потому что эта информация уже для других людей может быть. Король чаш, туз чаш. Вот чья-то любовь от вас скрыта. Чья-то любовь от вас скрыта. Женатого человека, 10 пентаклей, собственно, туз жезлов. Ну вот кто-то действительно хотел бы вам как-то подкатить, но при этом женат. Да? Давайте так, а что, собственно, хорошего? Давайте одну карту. Что-нибудь скрыто вообще от вас? Да? От ваших глаз что-нибудь хорошее скрыто? Так, королева мечей. А почему хорошая, раз мы говорим королева мечей? 4 чаш. Кто-то очень сильно переживает, да? Возможно, молится даже за вас. Вот. То есть вам не говорят об этом, но за вас очень сильно переживают. Очень сильно переживает. 4 чаш, 4 пентаклей. И вот знаете, по поводу какого-то застоя в вашей жизни, здесь просьбы идут на то, чтобы на, возможно, какие-то отношения, на работу, да, да, на деньги, на какой-то доход. Вот кто-то действительно за вас просит, и это действительно какая-то хорошая история. Что скрыто? То есть человек не говорит, да, но он очень сильно переживает по поводу того, что с вами происходит, и за вас просит. Знаешь, у этого человека как бы не так много денег, чтобы вам там помочь. Но смотри, 2 пентаклей, как бы, и, собственно, 3 чаш. Вот такое ощущение, что кто-то что-то собирает, как будто вот помогает, я не знаю, что-то вам помочь собрать, что ли. 2 мечей. Верховная жрица. Императрица. Паж жезлов. Ну, вполне возможно, знаешь, еще по этой ситуации кто-то может обращаться или пытаться обращаться, узнать за вас, возможно, каким-то практикам. Я не знаю, или церковь, потому что кто-то реально очень переживает, что вот что-то в вашей жизни не ладится настолько, что пытается вам помочь. В общем, вот такая была позиция по третьему варианту.
вот такая вот позиция была подразумевана. Ну, здесь женщина, да, пытается помочь в том возрасте, может, бабушка, может, мама, может, еще какая родственница, что прям сильно переживает за вас. Вот, и, может быть, знаешь, вот, ну, хотела бы вам помочь, вот, но те цены, которые назначают за услуги, там, помогающей практики, может, у нее денег таких нет, понимаешь? Ну, вот она вот какими-то своими там способами, инструментами, вот что может, то и делает. Это действительно очень добрый человек, который вот ради тебя просто вот как будто последнюю рубаху снимет. Ну, такая вот у нас история, трогательная достаточно получается, по третьей позиции. С вами была я, ваша нейроведьма.